Друзья, и снова всем привет! Вернемся к нашему пассиву. Так, в предыдущих видео я показал, как я создал криптобота сигнального самостоятельно, как его можно написать. Также я показал, как создать и телеграм-бота и как их объединить вместе, чтобы автоматически получать сигналы от криптобота непосредственно в телеграм. После этого также я показал вам стратегию, которую вычислил. Я вам показал также написание бота по бэктестам для проведения быстрых молниеносных бэктестов, чтобы не тратить сутки, недели напролет и не высчитывать, прибыльная ли стратегия, которую вы рассматриваете. Можно написать данного бота и применять его. Кому интересно и кто еще не видел, смотрите в предыдущих видео. Также я предоставил вашему вниманию стратегию, как я уже сказал, пассивную, и как показывают бэктесты на дистанции, вы выходите в хороший плюс по данной стратегии, но у нее есть минус, поскольку данная стратегия предполагает закрытие хладнокровное даже убыточных сделок, которых может быть к ряду 5, 7, а то и 10. Я считаю ее утопической и тяжело применимой, потому что, это жестоко закрывать сделки убыточные. Я знаю, что их еще может впереди 5-7. Я решил на этом не останавливаться и разработал другую стратегию. Основывается она на спотовой торговле и на торговле биткоином. На данный момент без альткоинов. Альткоины я рассматриваю тоже. Позже я вам покажу, как можно по данной стратегии работать и с альткоинами. Начнем с биткоина, потому что биткоин это основа. Биткоин это папа. Биткоин сейчас активно торгуют институционалы, большие холдеры, крупные банки. Данный актив рассматривается как стратегический во многих странах. На сегодняшний день его считают цифровым золотом, и в него вкладываются даже государства, как стратегический хедж-фонд. Не буду тянуть, сразу хочу перейти к делу и показать вам саму суть стратегии и саму идею. Поехали. Суть стратегии это накопление биткоина. Да, самое обыкновенное, самое простое, что можно делать, это накапливать биткоин. Значит, откуда и как это делать? Я использую все те же EMA, скользящие средние, как главный индикатор, как указывающий механизм точки, с которой можно начинать делать набор. Значит, скоростя, которые я использую: 6, 9, 14, 28, 50, 60, 85, 110. Поскольку стратегия является более инвесторской, то и таймфрейм используется соответствующий, то есть это дневной таймфрейм или же это недельный таймфрейм. Сейчас мы их рассмотрим. Первое, давайте рассмотрим дневной таймфрейм. Когда у нас цена находится выше наших скользящих средних, это у нас сигнал о том, что на данный момент в рынке преобладает бычий тренд. На таком бычьем тренде нам нужно уловить резкий рост цены, который будет составлять не менее 5%. Если мы пронаблюдали 5% и больше резкий рост актива, как вот здесь, например, то после такого роста можно начинать мониторить сетапы на предмет входа от касания от какой-то из EMA. Первая EMA у нас, напомните мне, какая у нас 6. Значит, первое касание у нас, вот как мы видим, здесь было и был небольшой рост. Да, был 1%, но тем не менее он был. Нам не дали хорошего роста от первого касания, но мы его получили от второго касания, вот здесь вот. От второй EMA, это у нас 9 EMA, и от нее цена у нас выросла 21 на почти 4%. Это довольно-таки неплохо. Следующее у нас касание это 14 EMA, и как вы видите, у нас был хороший рост от 14 EMA. Такой сетап дал нам почти 10% роста. Ребят, это не круто, это очень круто. Почти 10% роста, это уже следующий сигнал на следующий мониторинг. То есть 10% роста. Резкий причем рост одной свечой дневной. Цена у нас сверху EMA. Начинаем опять мониторить данные сетапы на коррекциях и входить в сделку по касанию. Вот у нас было касание, нам роста не дали, но от следующей EMA у нас был уже хороший рост. 18% и 15%, 3% здесь нам дали. Следующее касание EMA 14, и от нее цена хорошо улетела вверх, отскок дали нам 7%. Я считаю, что это очень хорошая стратегия, она максимально простая, в ней разберется даже ребенок. Накопление биткоина, почему накопление? Потому что, значит, какой смысл? Если у вас есть, допустим, 1000 или 2000 долларов, вы на первом касании, на первой EMA, самой быстрой, это у нас 6, например, открываете покупку на 100 долларов. И вы ее не закрываете, если цена ушла вниз, если вам не дали рост. То есть подождали, пока цена коснется следующей EMA 9, как вот здесь, и добавили еще 100 долларов, и еще докупили на 100 или 200 долларов данного актива. Таким образом вы и усреднили сделку, и произвели накопление. И следующий рост у нас, который дали вот здесь,
здесь он у нас перекрыл и первую точку входа, и дал хороший плюс, получается, и по первой точке входа, и по второй точке входа. Даже если вы не успели выйти, зафиксировать прибыль, все равно третье касание вы можете добавить еще $300, докупить актива еще на $300, подождать и зафиксировать еще больше прибыли чуть выше. На данный момент, поскольку биткоин является стратегическим, его уже признают как стратегический актив для многих стран даже. То есть если разговор идет на уровне государств, то я считаю, что такому активу, по крайней мере на сегодняшний день, можно верить и можно поработать с ним, скажем так. Соскамится ли биткоин через год-два, никому не известно, быть может. Но на сегодняшний день он все более становится популярным. На блокчейне криптовалют начинают развивать очень многие моменты по возможностям быстрых переводов денежных, по возможностям сокращения комиссий, что является положительным фактором. То есть, повторюсь, на сегодняшний день в этот актив можно верить. Как вы видите, после хороших ростов он дает хорошие отскоки от эма. И на каждой эма можно либо добирать, либо же входить и закрывать при небольшом росте. Если же вы не успели зафиксировать прибыль, не нужно закрывать данную сделку. То есть это спот, эти деньги, они никуда не денутся. Да, на споте тоже можно уйти в очень большой минус, с ним тоже нужно работать очень осторожно, но тем не менее это более безопасно, если рассматривать такой вид деятельности, как инвестиции. Если вы не успели зафиксировать прибыль, подождите отката к следующей эме и добавьте, увеличьте объем сделки, и вы получите рано или поздно ваш профит. Как вы видите, после каждого хорошего роста цена нам дает эти отскоки. Если не дает от какой-то эммы хороший отскок, то она его даст от следующей эммы. Главное условие — это чтобы у нас был бычий тренд, потому что если у нас тренд медвежий, если цена находится под данными эма, то у нас ситуация обратная. По приближению к данных эма у нас происходит откат, продолжение коррекции. То есть для тех, кто любит фьючерсы и торговлю в шорт, кто любит побаловаться с кредитным плечом, могут использовать данную стратегию в обе стороны, но я бы с биткоином этого не делал. Если хотите поработать в обратную сторону с продажами, то это нужно делать на альткоинах, а биткоин использовать как главный индикатор. Сам актив биткоин нужно использовать как главный индикатор для альткоинов. Позже мы, кстати, рассмотрим, как это можно делать и как можно работать на споте также и с альткоинами, с теми же активами, которые я рассматривал и показывал вам в предыдущих видео, потому что они являются тяжеловесами, очень ликвидными, мало шансов, что они соскамятся, с ними можно работать, скажем так. Вот на сегодняшний день вот история такова: накапливать или же открывать и закрывать после небольшого роста от касаний по эма. После того, как мы прошли отработку по всем эма на дневном графике, можно перейти на недельный график и смотреть касания еще на недельном графике. Но я вам скажу, как правило, они совпадают. Например, вот здесь после апреля, когда рынок вышел уже в бычий тренд и пошел хороший рост, вот эти вот касания по недельному графику, если мы перейдем на дневной график, это повторение тех же касаний на более медленных эма. Например, вот здесь вот это вот касание на 14 эма по цене 98 500. Это у нас, если мы перейдем на дневной график, это у нас вот эта вот точка, вот 98. Вот это была последняя наша эма из нашего сетапа, у которой скорость 110, вот она, голубого цвета. И вот от нее был очень хороший отскок, и это подтверждается также у нас касанием на недельном таймфрейме к 14 эма. Вот когда у нас такое совпадение, то сигнал является еще более положительным и еще более доверительным. На сегодняшний день какова история по биткоину? На сегодняшний день биткоин только растет. Вот если открыть месячный график, как вы видите, у него рост, он идет вверх, как золото, потому что его уже признали цифровым золотом. Вот да, была коррекция в 2001, 2002, особенно перед войной, в момент войны, но его быстро откупили и он улетел вверх. Друзья, статистика показывает, что длинные видео смотреть публике не очень интересно. Никто не хочет слишком долго думать, слишком долго вникать, поэтому буду разбивать на небольшие видео мои материалы. Я вам показал суть накопления от касаний по эма. Скоростя эти я тоже высмотрел самые подходящие для биткоина. Именно от данных скоростей он практически всегда дает отскоки и на дневном, и на недельном таймфрейме. Поэтому буду работать по данной стратегии. В будущем я ее дополню также еще другими моментами. Я уже написал сигнального бота по данной стратегии. В следующем видео тоже вам покажу, как этот бот был написан, какой промпт я составил для написания данного сигнального бота. В моем телеграм-канале я уберу предыдущую стратегию по пересечению эма и альткоинам и оставлю данную стратегию, будут приходить сигналы и еще также другие моменты, которые я дополню к данной стратегии, и обязательно о них вам расскажу в следующих видео. Кто хочет, можете бесплатно
можно подключаться к моему телеграм-каналу, ссылку оставлю в описании. Ставьте лайк, если вам понравился материал, оставайтесь со мной и увидимся в следующих видео. Пока-пока.